Приветствую вас на канале ProArt. Я там прыгаю по тексту. Главный посыл этой работы – о скором наказании за грехи человечества. Хороший художник должен дорого продавать свои работы. Слишком высокой цены не бывает. Достаточно интересное заявление для художника XVI века, не так ли? Немецкий художник Альбрехт Дюрер – это не только гений Северного Возрождения, но и история коммерческого успеха. Обаятельный и харизматичный, он имел прижизненный успех, собственную мастерскую в Нюрнберге, судился с фальсификаторами своих работ в Германии и Италии, был первым северным художником, писавшим не только портреты заказчиков, но и свои собственные. Великолепный график, гравер, он первым начал систематически подписывать свои работы и даже придумал собственный логотип в виде инициалов АД. В течение всей жизни Дюрер стремился изменить представление о статусе художника, сделать из него не просто безродного ремесленника, а личность, творца. По обширности и многообразию интересов Дюрер настоящий homo universale и ничуть не уступает своему знаменитому современнику Леонардо да Винчи. Дюрер изучал пропорции человеческого тела, пытаясь постичь устройство мироздания. На досуге увлекался военно-инженерным делом, в особенности вопросами фортификации. Его считают основоположником акварельной живописи. В Венском музее Альбертина хранится обширная коллекция его графики, куда входит и знаменитый заяц, которого из-за чувствительности к свету выставляют на обозрение раз в несколько лет. Итак, герой сегодняшнего выпуска – немецкий художник эпохи Возрождения Альбрехт Дюрер. Давайте немного поговорим о биографии художника. Отец Дюрера, Альбрехт Дюрер-старший, был ювелиром, приехавшим в Нюрнберг из Венгрии в поисках лучшей жизни. В семье Дюреров воспитывались 18 детей, из которых Альбрехт-младший был самым талантливым. Отец возлагал на него особые надежды, готовя к работе в своей ювелирной мастерской. Альбрехт же любил рисовать и после долгих уговоров был отправлен в мастерскую к Михаэлю Вольгемуту. Из его ранних работ хорошо известны портреты родителей и автопортрет с серебряным карандашом. После окончания учебы Дюрер отправился в учебное путешествие по Европе, так называемые годы странствий. Они служили для того, чтобы посмотреть мир, усовершенствовать свои навыки, набраться опыта и впечатлений, но и попутно сделать зарисовки из путешествия, чтобы потом их выгодно продать. Точный маршрут Дюрера неизвестен, однако остались его акварельные городские пейзажные рисунки, которые отличает необыкновенная детализация и живость. Дюрер прекрасно владел искусством миниатюры, возможно, сказалось его ювелирное образование. Он несколько месяцев провел в Базеле, где создал около 250 книжных иллюстраций. Дюрер и не думал о возвращении домой, пока не получил письмо от своего отца, который решил, что сыну пора жениться. В качестве подарка невесте Дюрер отправил не колечко, а автопортрет с чертополохом. На полотне изображен серьезный Альбрехт с серьезными намерениями, с чертополохом в правой руке, который считался символом мужской верности и одновременно преданности Богу. Портрет сопровождается надписью над головой художника «Meine Sachen werden von oben bestimmt» – «Мои дела определены свыше». Это скорее выражение доверия к Богу, нежели чем к жене. Дюреры породнились с семьей, занимавшей в Нюрнберге более высокое социальное положение. Ханс Фрей, владелец мастерской по изготовлению инструментов, был членом Большого совета города, а мать Агнес происходила из обедневшего дворянского рода. Благодаря женитьбе наш Альбрехт смог повысить свой социальный статус и открыть мастерскую в Нюрнберге. Их брак был бездетным, супруги жили раздельно. Накануне 1500 года в Европе ждали конца света. Во Флоренции монаху-доминиканцу Савонарола были видения мечей, явившихся из туч, из черного креста, который встал над Римом. Германию в это время сотрясали крестьянские волнения, религиозные войны накануне реформации, эпидемия чумы.
Эти тревожные события повлияли и на Дюрера. Художник делает ход конем, начиная создавать гравюры на апокалиптическую тему, которые раскупались мгновенно. Для цикла «Апокалипсис» он выполнил 15 полностраничных ксилографий, иллюстрирующих откровения евангелиста Иоанна Богослова. Сборник представлял собой устрашающие гравюры, сопровождающиеся текстом. Главный посыл этой работы – о скором наказании за грехи человечества. Почти в каждом листе серии была заложена хорошо понятная простому человеку идея борьбы и противопоставления добра и зла, света и тьмы. Эти гравюры на дереве чуть позже на меди принесли Дюреру европейскую известность. Самая известная из них – «Четыре всадника апокалипсиса», аллегория бедствий, которые случатся с человечеством во время конца света. Отличный способ пощекотать нервы публики. Дюрер стал одним из первых художников, который возвел гравюру в ранг искусства, а не ремесла. В основном он работал в двух техниках – ксилографии, высокая гравюра по дереву, и гравюре резцом по меди, так называемая глубокая гравюра. В 1513-14 годах Дюрер создал 3 гравюры по меди, которые вошли в историю искусства под названием «Мастерские гравюры». «Рыцарь смерти дьявол», «Святой Иероним в келье» и «Меланхолия». До настоящего времени они представляют загадку для искусствоведов, предполагающих для них самые разные трактовки. Сюжеты гравюр связывают с 3 типами добродетельной жизни – созерцательным – Святой Иероним, творческим – Меланхолия и деятельным – Рыцарь, смерть и дьявол. Последняя – это самая ранняя из 3 гравюр. Главный герой – рыцарь, воин в доспехах, которого на извилистой горной дороге подстерегают силы тьмы. По правую руку от него едет смерть с песочными часами в руке, как бы намекая на то, что время рыцаря предрешено, а позади по пятам едет дьявол. Трактовку этой гравюры часто связывают с книгой гуманиста Эразма Роттердамского, который был близким другом Дюрера. Согласно этому тексту, жизнь истинного христианина – это постоянная борьба, цель которой – достичь Царства Небесное, на гравюре в виде замка в левом верхнем углу. Вокруг рыцаря мы видим символы добродетелей, которые помогут ему пройти этот нелегкий путь. Пес символизирует верность и преданность, дубовые листья – силу духа. Рыцарь спокоен и непоколебим, ведь дорогу осилит только идущий. Дюрер не покидал Нюрнберга, за исключением нескольких поездок. В 1505 году он поехал в Италию. Причина поездки нам неизвестна. Возможно, он хотел не только заработать, но и собирался разобраться с копированием его гравюр учеником Рафаэля Марк-Антонио Раймонди. Подробности его пребывания в Венеции известны нам из писем. Их сохранилось 10. Он написал письма другу Валибальду Пиркгеймеру, и эти письма представляют уникальный источник. Но наилучшим художником в живописи немецкий художник Дюрер считал Джованни Беллини, картины которого произвели на него впечатление невероятной силой и глубиной колорита, и с которым, в отличие от других венецианских мастеров, у него установились дружеские отношения. Возможно, что «Мадонна с Чижиком» была выполнена Дюрером по просьбе самого Беллини. Графическое наследие Дюрера – одно из крупнейших в истории европейского искусства. Сохранилось около 970 работ в этом жанре. Отдельного внимания заслуживают его натуралистические зарисовки. Знаменитый полевой заяц, крыло сизоворонки, большой кусок дерна представляют собой безупречные произведения, написанные акварелью, гуашью и белилами. Дюрер блестяще справлялся с передачей световых эффектов на поверхности меха, перьев, растений. Кажется, что эти рисунки выполнены цветными карандашами. Заяц – один из первых подписанных и датированных рисунков Дюрера. Чем он так знаменит? Никому прежде не удавалось выполнить настолько натуралистичный рисунок. Он состоит из множества тончайших ювелирных мазков. Это невероятно детальная проработка, практически сравнимая с фотографией. К тому же, вопреки традиции, этот заяц не вписан в сюжет. Он как бы существует сам по себе, безо всякого символического контекста. После смерти Дюрера рисунок неоднократно пытались подделать.
С 1512 года главным покровителем художника становится император Максимилиан I. Став к тому времени известным мастером гравюры, Дюрер вместе со своими учениками в мастерской принял участие в работе над заказом императора – триумфальной аркой императора Максимилиана I. Это монументальная ксилография, составленная из оттисков с 192 дощечек. Грандиозная композиция, задуманная и осуществленная в честь Максимилиана, она предназначалась лишь в качестве украшения стены. Образцом для нее послужили древнеримские триумфальные арки. Настоящую революцию Дюрер совершил в жанре автопортрета. До него писать свои портреты художникам не приходило в голову. Автопортрет, отделанный мехом, первый портрет, написанный в анфас. Обычно для светских портретов использовался оборот в 3/4. Фронтальность изображения, темный фон, рука, которая поднята к середине груди, как бы в благословляющем жесте, имеют сходство с традиционным изображением Иисуса Христа. Если рассматривать эту работу под лупой, то видно, как рамы окон в зрачках Дюрера образуют кресты. Американский искусствовед, бывший директор музея Метрополитен Томас Ховинг, сказал об этом портрете так: «Это самый надменный, раздражающий и великолепный портрет из когда-либо созданных». В возрасте 50 лет Дюрер был уважаемым человеком, получал ежегодную пенсию от императора Максимилиана I, писал портреты бюргеров и даже теоретические трактаты для начинающих художников. Он создал что-то типа практического руководства по изобразительному и декоративно-прикладному искусству на немецком языке, пропагандируя необходимость разностороннего развития молодых художников. Незадолго до смерти он с супругой совершил путешествие в Нидерланды, оставив дневник своего путешествия с небольшими зарисовками. Дюрер умер 6 апреля 1528 года в возрасте 56 лет. Наследников у него не было. Он стал жертвой неизвестной болезни, возможно, это была малярия. После смерти его друг и поэт, гуманист Виллибальд Пиргаймер сочинил для него очень трогательную эпитафию: «Под этим холмом покоится то, что было смертного в Альбрехте Дюрере».